Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие новости, какие события и что за движения сегодня предполагаются на рынке по доллару, нефти, золоту, рублю и другим активам. Давайте начнем с календарика. Вышли данные по ВВП Германии. Они позитивные, лучше прогноза. Но здесь есть один нюанс. Эти данные поквартальные. А PMI, который мы рассматривали вчера, он выходит за месяц. Поэтому данные, конечно, хорошо, что по ВВП вышли позитивные. Они лучше и предыдущих, и прогноза. Однако они с некоторым лагом показывают ту картину, которая происходит. В этом плане, конечно, то, что они положительные, возможно, это подспорьем дополнительным для евро будет и для финансовых рынков. Но с другой стороны, надо понимать, что данные, которые вышли вчера по PMI, они более оперативные и они в большей степени отображают картину, нежели чем сегодняшний ВВП. Так, далее 15:30 Шнабель некто от ЕЦБ выступит. Ну и 5 часов продажи нового жилья. Я так думаю, только в том случае, если продажи нового жилья выйдут сильно негативные, мы увидим, как эйфория, которая постепенно возвращается на рынке, она даст задний ход и все начнет падать. Данные, тем не менее, очень существенные. Они отображают, в каком реально направлении сейчас двигается американская экономика. Так, друзья, давайте пробежимся по новостям. Китайский Центробанк активно стимулирует кредитование для того, чтобы стабилизировать финансовый, денежный, кредитный рынок. Ну и для того, чтобы возобновить рост экономики. Ну, уже как бы не так давно была новость о том, что они снижают требования по резервам у банков. Но смотрите, здесь на самом деле вопрос, он очень непростой, очень непростой. Если бы все меры решались таким образом, ослаблением контроля, ослаблением резерва, то, соответственно, тогда можно было просто убрать вообще Центробанки и начался бы бесконечный и безудержный мировой экономический рост. Но проблема заключается в том, что, в частности, китайская экономика, она изначально развивалась и сейчас развивается по так называемому экстенсивному сценарию. То есть, когда делается упор на количественные показатели. Не на качественные, как на Западе, а на количественные. Это особенность любой плановой экономики, что она привязана к палочной системе, так называемой. То есть, надо показывать палки, и тогда будет все хорошо. Чем такой подход, он имеет свои плюсы и свои минусы. Имеет свои плюсы он тогда, когда требуется оперативное и быстрое восстановление и наращивание так называемой грубой мышечной массы. То есть была аграрная страна, ну не то что не богатая, скажем прямо нищая. Ее надо быстро поставить на ноги. Соответственно, в таких ситуациях очень часто используются в мировой практике так называемые экстенсивные методы. Соответственно, то есть, когда вы развиваете количественные показатели, строите фабрики, заводы, начинаете все накачивать, прокачивать и так далее. Здесь какой возникает риск? Риск возникает очень простой. То, что вы создаете по такому сценарию, оно не является, что называется, от земли. То есть, вот вы создали какие-то структуры, которые искусственны, и они нуждаются в постоянном регулировании. Там, этот вагон туда отвезите, эту фабрику, разгрузите продукцию в другую фабрику и так далее. То есть оно работает неорганично, не по-живому. И, собственно говоря, все экстенсивные системы, они не жизнеспособны. То есть они требуют постоянно, чтобы их контролировали, указывали, что куда отвезти, что куда сделать и так далее. В этом и есть проблема плановой экономики и регулирования, что она не самонастраивается. Она требует постоянно ручного управления, ну а ручное управление, оно очень часто, точнее не очень часто, а всегда оно не отвечает реальным потребностям. То есть надо там вагон отправить было на ту фабрику, отправили на другую. Или там не того отправили, не такой глины. Или не такого полотна. Вот. Соответственно, такое развитие экстенсивное, оно приводит к перекосам. Главное вовремя его остановить
и перейти на интенсивное хозяйствование, то есть когда будет не плановая, а рыночная экономика. Я понимаю, что после 90-х годов у многих людей в России рыночная экономика вызывает несколько такую специфическую реакцию. Вот. На самом деле то, что тогда было, это не рыночная экономика, это были некие процессы, которые для благообразия назвали там, либеральными всякими и рыночной экономикой. На самом деле ее как таковой в полном объеме и в полном смысле не было. Итак, то, что касается Китая. Экономика развита по экстенсивному сценарию, то есть, соответственно, там есть масса перекосов. Соответственно, китайский Центробанк, китайские власти долгое время создавали такое определенное напряжение и голод в кредитовании. Но это было связано не с тем, что там коммунистическая партия Китая, она как бы не хочет никому давать денег. Нет. Это было связано с тем, что вот эта экономика, которая выстроена, промышленность, экономика, она, соответственно, имеет экстенсивное строение, и избыток денег, он ее захлестнет, вызовет инфляцию, возможно, гиперинфляцию, и приведет к тому, что она начнет находиться в разбалансированном состоянии. Вот. Соответственно, сейчас видно, что Китай охлаждается. Для Китая критично поддержать 6% годового роста ВВП, потому что если он уходит за эту отметку, то там начинаются всевозможные негативные процессы, которые будут не только тормозить экономический рост и вообще развитие Китая, но они могут вызвать процессы, которые приведут к нарушению экономических циклов, поскольку он весь заточен на то, чтобы постоянно там что-то росло. Соответственно, они сейчас пытаются идти на крайние меры, ослабить требования к кредитованию, больше предоставлять кредитов, займы делают, которые потом трансформируются в кредиты для китайских предприятий. Но здесь надо четко понимать, что та проблема, которая лежит в основе Китая, она не связана с финансированием напрямую. Да, там есть определенное недофинансирование, нехватка кредитования, но это вторично. Первично именно эта сама конструкция, которая неустойчива. И вот то, что они сейчас начнут заливать деньгами и кредитами, очень большой вопрос, насколько такое действие, такое движение, оно будет дееспособно. Потому что оно, возможно, уже в среднесрочной перспективе вызовет еще более сильную разбалансировку в китайской экономике. Так, друзья, далее, что касается новостей. Премьер-министр Великобритании хочет, чтобы американцы задержались в Афганистане. Но на самом деле, скорее всего, это просто политическое заявление, и навряд ли американцы там будут задерживаться. Если они уже оттуда все вывели, то я считаю, что вероятность их возврата, камбэка, она очень невелика, если не сказать, что ноль. Так, друзья, ну и вот, что касается текущей ситуации в Соединенных Штатах финансовой. В США возникла проблема на финансовом рынке, там буквально все утопает в деньгах. Чем это чревато? Ну, это чревато помимо того, что может развиться инфляция непредсказуемая, нарушением процессов финансирования, потому что проблематично кому-то под процент предоставлять деньги. А финансовый мир, он как раз тем и живет, что денежные средства компаний, банков, их надо размещать и получать с этого доход. Одно дело, когда речь идет, допустим, о человеке, который размещает свои пенсионные накопления или инвестиции в акции, или о спекулянте. И другое дело, когда речь идет о триллионах долларов, которые так не погоняешь, и их нужно где-то разместить, чтобы они какой-то небольшой доход приносили, чуть отличный от нуля. И если это не соблюдается, то для финансовой системы наступают очень непростые времена, потому что сами эти потоки, они нарушаются. Ну и текущая ситуация, она указывает на то, что даже если ФРС начнет сокращать скупку активов, начнет повышать ставки, собственно говоря, по репо не начали поднимать уже ставки. То есть имеется в виду те ставки, которые связаны с прямым финансированием, которые де-факто сейчас в Америке нулевые.
ну или там мало отличные от нуля. Туда же ужесточение политики финансовой не приведет к тому, что вот эта денежная масса, она рассосется. То есть она так и будет гулять и вызывать всякие непредсказуемые явления в американской финансовой системе. Ну, здесь, видите, американская финансовая система, она на самом деле достаточно гибко построена, и она может большие объемы ликвидности адсорбировать. Китайская финансовая система не такая, и поэтому если китайское правительство, китайские финансовые власти сейчас идут по пути наращивания кредитования и предложения денег, то большой вопрос, куда на самом деле пойдут эти деньги. Не пойдут ли они прямо напрямую в рост стоимости товаров, услуг и сырья. Так, ну и возвращаясь к Америке, к чему вот эта статья и заявление по поводу того, что там происходит. Дело в том, что даже те меры, которые ФЕД может начать предпринимать в части сокращения ликвидности, увеличения процентных ставок, они могут не привести к эффекту сдерживания инфляционных процессов. Потому что одно дело ручеек подрезать, и другое дело, что сотворить с той водой, которая уже из ручейка натекла, куда ее девать. Для того, чтобы ее утилизовать, надо либо разогнать фондовый рынок, чтобы было куда запарковать эти деньги, либо открыть новые какие-то рынки. Но с открытием новых рынков как раз сейчас все эти пертурбации идут зелеными технологиями, процесс это не скорый. Поэтому здесь либо очень жесткое сокращение потребуется и внезапное увеличение ставок, я думаю, на это не пойдут, либо разгон космический фондовых рынков, ну либо мы увидим галопирующую инфляцию, то есть на уровне уже двухзначной и уже официальной. Ну и в силу такой непростой вилки вполне вероятно, что американские монетарные власти пойдут по пути того, чтобы наименьшего сопротивления, то есть превратить рынок в окончательный огромный пузырь. И поэтому, с моей точки зрения, если без обвала будет пройдено конец сентября, начало октября текущего года, то вопреки всем ужасам может возникнуть феерическое рождественское ралли. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Китайский CSI 300. Ну, как вы видите, на дневном графике он рисует такую волшебную разворотную кракозябру, у которой цель движения находится в районе 5300. Заявление китайских властей о том, что они будут заливать кредитными деньгами экономику, предоставлять всевозможные виды финансирования и послабления, но они возымели действия. Но краткосрочно, да, а среднесрочно и долгосрочно, скорее всего, это приведет к негативным последствиям. Но должен обратить внимание, вот этот отскок, который сейчас формируется, он достаточно слабо как-то идет. Вот, и поэтому все-таки, я думаю, 5300 здесь слишком золотая цена. Вот дай бог, чтобы сюда куда-то на 5100 дошло. Так, друзья, ну какой-то ужас творится с Baltic Dry. Каждый день он растет на 1-2%. Но это как бы может привести к тому, что с учетом нарушений в логистике еще и стоимость доставки, это может очень тяжким бременем уже окончательно лечь на мировую экономику. Так, друзья, далее S&P 500, SFD на фьючерс S&P. Ну, новые максимумы рисуются, дневной таймфрейм. Ну, что здесь могу сказать? Если сегодня выйдут не очень пессимистичные данные по продажам нового жилья, то вот здесь на хаях мы так болтаться и будем. Но как видите, все вот эти высадки, которые возникали, они не приводили к тому, что рынок начинал существенно корректироваться. То есть идет практически, ну, с небольшими откатами периодическими. Здесь можно даже посчитать, с каким диапазоном. 18 июня, 19 июля месяц, 19 июля, 18 августа. Смотрите, прямо вот каждый месяц 18-19 числа отливается и потом все выкупается. Но это уже просто получается закономерность. Соответственно, если на этой неделе Джексон Холл не даст ничего особо сильно негативного, то есть если будут благостные обещания, которые не вызовут особо много
страха, то мы, скорее всего, по такому же сценарию еще месяц до там 20-х числа сентября и пройдем на росте. Ну а сегодня, судя по всему, будет движение в боковике на хаях. Так, друзья, далее нефть Brent. Беру 4-часовик. Давайте, наверное, все-таки часовик поставлю. Так, друзья, но по нефти здесь идет движение. На сегодня цель 69,7. Вот сюда, если она приходит и проторговывается, то, соответственно, следующая цель уже будет находиться на 75. На текущий момент вот этот отскок, он будет сломан, если возникает коррекционный откат и пробивается уровень 68-67,9. Мне кажется, сейчас такой сценарий менее вероятен. Более вероятен движение наверх, попытка здесь закрепиться, либо консолидация вот в этом диапазоне. Так, друзья, далее золото. Часовой таймфрейм ставлю. Но вчера золото чудесно сходило, оно превзошло все ожидания. Цель 1806-1807 отработана. Соответственно, здесь сегодня, если возникает пробитие 1807, то у нас следующая цель, минимальное движение 1814. А вообще как бы на эту неделю с учетом такого драйва и изменением позиций в SOTES FTC, вполне вероятно, что на этой неделе мы увидим тестирование 1854. Так, друзья, далее серебро. Ставлю 4-часовик. Несмотря на то, что там соты по серебру были провальные, здесь разворот произошел. И, соответственно, на текущий момент по серебру идет движение, у которого, ну вот локально сейчас цель будет 24,39. Вот сюда вот. Соответственно, это движение, оно сегодня, либо на этой неделе произойдет. Критерий того, что оно не пойдет, это коррекционный откат и пробой 23.36. 23.36 если пробиваем, то, соответственно, вот весь этот рост он чахнет, и серебро уходит тестировать 22.9. На текущий момент все факторы указывают на то, что более вероятно движение сюда вверх. Но опять же, видите, соты, они так напрямую в лоб не всегда работают, потому что вот по серебру, например, соты были негативные, однако, по крайней мере, в начале недели серебро показывает рост. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, смотрите, здесь ситуация следующим образом характерна. Есть сейчас новый уровень, который 73,8-73,9 диапазон. Это дневной таймфрейм. Соответственно, если здесь сегодня возникает его пробитие, то весьма вероятно пойдет импульс на укрепление рубля, у которого цель движения 73,67-73,5. Вот сюда вот. Сегодня среда, сегодня размещение ОФЗ. Прошу прощения, я забегаю вперед. Сегодня вторник, 24 августа. Завтра размещение ОФЗ, плюс завтра крупные налоговые платежи. Вот. Соответственно, сегодня, если никакого цветнота не будет, то рубль либо в диапазончике вот здесь проторгуется, либо его укрепят вот сюда в район 73,6. Но надо четко понимать, что завтра вечером все может пойти по-другому. Пока здесь наиболее вероятно движение в боковике с точки зрения дневного таймфрейма, либо какое-то укрепление на 73,6. Давайте для более четкой картины посмотрим часовой таймфрейм. Так, ну вот часовой таймфрейм указывает на то, что сейчас весьма вероятно будет движение в консолидационном диапазоне к верхней границе. 74.12 вот сюда вот. Здесь следующий момент имеет место быть. Если вот это движение сейчас получит силу и в случае пробоя 74.2 вот этого значения, мы можем получить коротенький задерг на 74.4. Но я бы на это ставку не делал. Более вероятно либо движение вот в этом диапазоне, либо попытка тестирования 73.9 и уход вот сюда, вот к этим значениям. Так, друзья, далее евро-рубль, дневочка. Здесь пошел цикл укрепления рубля и, соответственно, на сегодня, сейчас мы давайте часовик поставим, цикл укрепления рубля на сегодня продолжится, если будет пробой 86,8 вот этого значения. Соответственно, в этой ситуации цель движения будет 86,7 сюда. Если здесь пробоя не возникает, то после этой проторговочки цикл укрепления рубля заканчивается локальный.
И, соответственно, будет движение вот сюда, к верхней границе на 87.15. Обращаю внимание, что завтра вечером может быть значительный рост валюты против рубля. Посмотрим, как будет идти размещение ОФЗ, как будет вообще динамика на рынке. Может быть, этот фактор не сработает, связанный с окончанием налоговых платежей и размещением ОФЗ. Но практика показывает, что чаще он срабатывает и рубль ослабляется. Итак, друзья, скорее всего, евро-рубль сейчас отсюда будет отбой и движение в евро-рубле на 87.1, 87.07. Вот сюда. Соответственно, пробой 86.85 приведет к движению на 86.7. Более вероятно либо консолидация, либо попытка небольшого отскока. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Давайте 4-часовик поставим. Здесь вот смотрите, у нас ключевой уровень 165.500. Если он на объеме пробивается или же над ним начинается проторговка, то уже сегодня или завтра отсюда весьма вероятно будет цикл движения на 167.500, 167.700. Если сейчас мы здесь не пробиваем, если после 2-3 часов под уровнем не будет пробоя и закрепления, то отсюда возникнет отбой. И, соответственно, цель движения этого отбоя — возврат сюда, в этот диапазон, на 163 500, к этому значению. Но пока здесь движение достаточно вяло идет. Сейчас посмотрим первые 2 часа торгов после 10. Вполне возможно, что пробой произойдет и быстренько сгоняем. Возможно, даже вот сюда вот. Но пока энергии нет, и все указывает на отбой и движение вот в этом консолидационном диапазоне. Так, друзья, далее давайте посмотрим акции Норильский никель. Ну, здесь у нас разворотная формация, но она произошла посередине пути движения. То есть он пробил сильный уровень и не допадал. Такие конструкции, они, как правило, неустойчивы, они не дают устойчивого роста. Но, тем не менее, здесь есть определенные признаки. Если он закрепляется выше 24 000, 24 100, вот в этом диапазоне и выше, то весьма вероятно мы увидим на этой неделе, в начале следующей, попытку ухода на 25 200 сюда, к этому значению. Если в ближайшие дни не будет взят вот этот диапазон, то он весьма вероятно продолжит свое сползание, потому что вот надо ему на 22, а лучше даже на 21 150 сходить. Да, при общем позитиве на рынке такое движение, оно маловероятно, и поэтому здесь его все-таки, я думаю, скорее всего подтянут наверх. Так, друзья, далее Сбербанк, дневочка. Но смотрите, на самом деле для него сейчас логично, с моей точки зрения, находиться в боковике. Да, его могут на 500 потом потянуть уже в ближайшее время, там, в течение нескольких месяцев. Если обвала мировой фонды не будет, то его потянут на 500. Но бумага очень тяжелая, идей нереализованных масс, и поэтому его логично вот сейчас в боковике здесь погонять. Так, друзья, далее Русгидро. Ну, по Русгидро четкий сигнал движения на 84,5 копейки. После пробоя уход на 87-88. Вот. Да, сегодня может она немножко консолидироваться в диапазоне 82.12, 83.36 проторговаться. Но как только здесь будет импульс и возникает пробой 83.25, она прям сразу полетит сначала сюда, потом после пробоя закрытие гэпа. Ну, по 4-часовику тут все указывает на то, что сегодня, скорее всего, будет день консолидации и набора сил. Но уже на этой неделе высока вероятность того, что будет движение на 84.45 вот сюда, к этому значению. Так, друзья, далее Газпром. Давайте газу взглянем. Так, ну газ у нас все хорошо, день ото дня он отбивается и растет все выше и выше. Так, ну поэтому по Газпрому сегодня есть все основания для того, чтобы поштурмовать 300 уровень. Вот 300 уровень, как только будет пробит, то, соответственно, здесь у него может возникнуть значительный импульс движения наверх. Пока, я думаю, вот сейчас на сегодня движение в диапазоне 295-300, и будет он тестировать, наверное, сегодня уже 300. Но с другой стороны, вот здесь все-таки коррекционный откат в район 295,5, я думаю, он
достаточно вероятен. Поэтому здесь, наверное, вот так вот движение наверх и потом откат. Опять же, здесь, я думаю, ниже 290 отката не будет. Но если 290 будет пробит, то он уходит уже искать точку опоры в район 279. Такой сценарий мне видится маловероятным. Здесь либо консолидация вот в этом диапазоне, либо тестирование на прочность уровня 300. Так, далее ВТБ. С ВТБ картина очень хитрая. Ползает он в районе уровня 5,1 копейки. Но на сегодня мое видение следующее. Если не будет задерга вниз с пробоем 5 копеек, 4,95 копейки, то отсюда он либо сразу, либо постепенно начнет движение, у которого цель 5,3 копейки. Так, друзья, далее вопрос был по Яндексу. Смотрите, у Яндекса вот есть уровень 5080. Соответственно, если этот уровень, диапазон 5050-5080 не пробивается, то у него начат вот здесь вот цикл движения, который должен его привести на 5370. Вот сюда, вот к этому значению. Так, друзья, далее Headhunter, 4-часовой график. Ну, смотрите, бумага очень интересная, не очень ликвидная, но очень интересная. Вот, соответственно, здесь, с моей точки зрения, надо дождаться, когда вот он сюда вернется в диапазон 3600-3500. И вот в этом диапазоне он очень хорош для покупок с целью ожидания дальнейшего движения на 3850-3900. На бумагу по 3-5% в день ходит, что еще нужно. Так, друзья, далее Татнефть, тоже 4-часовик. Ну, смотрите, здесь все как бы пошел восходящий тренд. Как только возникает пробитие 505, здесь сакральный уровень у нее, сразу следующая цель движения будет сначала 520, потом 546, вот сюда вот. Критерий того, что сейчас это движение не состоится, коррекционные откаты, пробитие 489. Так, друзья, ну в общем-то все, основные идеи, основные новости, основные активы. Спасибо за внимание, успешных торгов.